Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный десерт, и я бы сказал, что всего лишь из одного продукта. Но, как всегда, есть одно но. Досмотрите ролик до конца, и вы узнаете, будете ли вы готовить такой десерт или не будете. Как вы уже поняли, сегодня мы будем готовить арахисовую пасту. Отправляем арахис на сухую сковородку, без всякого добавления. Видите, у меня сегодня уже очищенный арахис. Также можно использовать неочищенный арахис, но после жарки его нужно будет все-таки очистить от шелухи. Затем арахис нужно будет немножко посолить. Соль нужно добавить по своему вкусу. Если вы будете делать арахисовую пасту шоколадную, солить не нужно. Дальше, чтобы арахис хорошо прожарился, нужно добавить 1 столовую ложку воды. Этот лайфхак мне подсказали на рынке, где я покупал арахис. На огне чуть ниже среднего обжариваем арахис до готовности. Он у вас должен будет становиться золотистого цвета. Самое главное, не пережарьте, постоянно нужно его помешивать. Дальше обжаренный арахис отправляем в отдельную глубокую тарелку. Накрываем тарелку любым полотенцем и дадим арахису полностью остыть. Таким образом он доготовится. Дальше остывший арахис отправляем в любую глубокую посуду. У меня сегодня стакан из-под блендера. Сразу весь арахис в стакан не отправляйте, разделите его на 3-4 части. Берем обыкновенный погружной блендер и на максимальных оборотах начинаем все хорошо перебивать, перетирать, так сказать. Когда вы первую порцию начнете взбивать, смотрите аккуратно, потому что орешки будут разлетаться, пока вы их немного не перебьете. После того, как вы первую порцию немного перебьете, берем ложку и добавляем в стакан 2-3 столовые ложки, не нужно больше добавлять. И опять-таки заново начинаем все хорошо перебивать до однородного состояния. После того, как я все орехи перебил, нигде об этом не сказано. Арахисовая паста получается слишком сухая. Возможно, это из-за такого сорта, как у меня орехи. Возможно, нужно было другие орехи. Но я не знаю, какой арахис нужно взять другой. Поэтому я взял обыкновенное подсолнечное масло и добавил 1 столовую ложку. И после этого опять-таки на максимальной скорости начал очень хорошо все перебивать. И я вам скажу, что после добавления подсолнечного масла действительно все стало похожим на арахисовое масло, такое, какое продается в магазине. Единственное, цвет у меня получился немного светлее. Вот эти все орехи 250 грамм, которые у меня были, я взбивал после добавления подсолнечного масла примерно около 5 минут вот этим погружным блендером. Ну и вот посмотрите, что же у меня получилось. А получилось, я вам скажу, не хуже той пасты, которую продают в магазине. Единственное, что в магазине еще попадаются кусочки, а здесь очень все хорошо перетерто. Два больших минуса, которые я обнаружил при приготовлении вот такой вот арахисовой пасты. Первый, это то, что нигде не сказано, что нужно добавить хотя бы чуть-чуть подсолнечного масла. И второй, самый большой минус, по моему мнению, это то, что нужен очень мощный блендер, потому как мой блендер очень сильно нагрелся. И я боялся, что он у меня может сгореть, как тот блендер в одном из прошлых роликов. Ссылочка будет в описании под видео и в конечных аннотациях. Итак, подводим итоги. Паста арахисовая получается просто бомба, намного вкуснее, нежели та, что продается в магазине, по моему мнению. Получается в 2 раза дешевле, нежели та, что стоит в магазине. Ну и единственное, что она может испортить ваш блендер. Ну что ж, друзья, посмотрите предыдущий ролик, где я поломал блендер. Пишите комментарии, оставляйте свое мнение, ставьте лайки. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в следующих видео на канале Аппетитная кухня.